Горячая, пряная, ароматная шакшука. Эту яичницу я готова есть на завтрак, на обед и на ужин. Вкуснее всего прямо со сковороды, обжигающая горячую от температуры и приятно острую благодаря специям. Можно даже не брать приборы, просто вооружитесь парочкой кусочков вкусного хлеба. Привет, друзья! В этом видео будем готовить шакшуку, но это будет не классический вариант, это будет вариант, которым чаще всего пользуюсь я в своей ежедневной жизни, то, как вкусно именно мне. И надеюсь, будет вкусно вам. Меня зовут Галина Артеменко. Если интересно, продолжайте смотреть. Это канал «Жизнь вкусная». Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также я продублирую его в описании. С ингредиентами для этого блюда можно маневрировать. Например, вместо обычного лука в этот раз я взяла порей. Мне очень нравится его текстура. Острый перец используйте свежий или сушеный, чеснок точно так же. Конечно, вкуснее всего шакшука получается, если готовить ее из сезонных помидоров. Они наиболее сладкие, наиболее ароматные, созревшие под летним жарким солнышком. Но если не сезон, все равно можно приготовить вкусное блюдо. Я для этого использую просто меньшее количество свежих помидоров и использую помидоры, консервированные в собственном соку. Блюдо получается довольно сытное, поэтому принимайте решение, исходя из своих личных предпочтений, своих пищевых привычек, готовить его на одно или на два яйца. Я чаще всего готовлю на одно яйцо, если это для меня завтрак, или на два яйца, если это для меня обед. Первым делом подготовьте основные ингредиенты. Лук очистите, помойте и нарежьте кольцами. Иногда в порее бывает песок, в этом случае уже нарезанные кольца лучше промыть. Обычный лук просто нарежьте. Помидор разрежьте пополам, а затем нарежьте небольшими кусочками. Если не любите кожицу, удалите ее, предварительно обдав помидор кипятком. Я не заморачиваюсь, честно говоря. Так как я готовлю пока не в сезон, использую один свежий помидор и томаты в соку. Если они целые, разминаю слегка вилкой. Если обнаружите кожицу, снимите. Специи необходимо истолочь в ступке или побить скалкой в каком-то пакете. Так мы поможем им дать нам больше аромата. Не нужно измельчать их в однородный порошок, просто нарушите целостность зернышек. Ну а теперь готовим. Я беру небольшую сковороду, в которой удобно шакшуку подавать индивидуально. На небольшом огне нужно разогреть сковороду, влить растительное масло и отправить туда кусочек сливочного. Растительное масло поможет сливочному не гореть, а при этом аромат сливочного масла очень круто раскрывает аромат порея, а также подчеркивает вкус помидоров. В масло всыпьте специи, это даст им раскрыться. При этом следите, чтобы специи не подгорели, они просто должны прогреться в масле, и оно насытится ароматами. Отправляйте в сковороду лук. Если используете не сушеный чеснок, а свежий, вместе с луком отправляйте в сковороду и его. Перемешайте, чтобы лук покрылся маслом со специями, накройте сковороду крышкой и готовьте 1-2 минутки, пока лук не размягчится. Когда лук станет мягким, отправляйте в сковороду помидоры. Перемешайте, накройте крышкой и готовьте еще минуту. Отправляйте в сковородку помидоры в соку, перемешайте, приправьте солью и перцем. Оставьте соус тушиться на 2-3 минуты. Ингредиенты должны объединиться, соус станет более густым и обволакивающим. Теперь при помощи лопатки я делаю 2 углубления в томатном соусе и вбиваю в них по яйцу. Углубление опция не обязательная, но мне нравится, как аккуратно выглядят яйца в таком случае. У каждого свое местечко. Теперь, если вы любите глазунью, оставьте готовиться шакшуку без крышки. Если же не любите глазунью, накройте сковороду крышкой и готовьте, пока белок не окрепнет, но желток при этом должен остаться жидким. Это очень важно, я бы даже сказала, что это самое главное. Подавайте шакшуку сразу с огня, без промедления. Она должна быть горячей, так сказать, отовсюду, и по температуре, и по вкусу. Дополните блюдо рубленой зеленью и несколькими кусочками хлеба или питой. И наслаждайтесь! Если это видео вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк и пишите, почему не понравилось в комментариях. Не забывайте подписаться, если вы на моем канале впервые. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе вкусных видео. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».